Если мы посмотрим на жизнь царицы Кунти, то ее жизнь представляла из себя череду трагедий, одну трагедию за другой с самого детства. Ее ввели в заблуждение полубоги. У нее был ребенок, когда она сама была еще ребенком. Она была не замужем. Опасалась за репутацию своих родителей. Полностью растеряна. Она любила своего ребенка больше, чем свою жизнь, но представьте, для нее положить ребенка в корзину и отправить вниз по реке. Потом она вышла замуж, когда была очень молодой. У нее было 3 прекрасных сыновей. Когда умер ее муж, и как молодой вдове пришлось растить своих детей. Ей пришлось воспитывать 5 детей. С самого начала Дурьодана завидовал им, пытался их убить, отравить, сжечь, очернить, использовать всевозможными способами. And then she saw her eldest son come back for the first time in her life. И когда она впервые в жизни увидела своего старшего сына, he instantly became the bitter enemy of her brothers without even knowing who they were. Он немедленно превратился в самого заклятого врага своих братьев, даже не ведая, кем они являются. Her children were cheated, ее сыновей обманули, humiliated, унизили, banished to the forest. Изгнали в лес. One tragedy after another. How could any mother maintain her life? Трагедия за трагедией. Как мать в подобной ситуации вообще может выжить? And then there was going to be the great battle of Kurukshetra. И тут наступает приближается великая битва на Курукшетре. И она очень боялась, что ее старший сын Карна убьет Арджуну. Или что Арджуна убьет Карну. Для матери это невозможная ситуация. При любом исходе она теряет сына. И она открыла Карне правду, кем он является. Она стала умолять его: пожалуйста, прости мне все мои прегрешения и присоединись к пандавам, ты станешь царем. Но Карна отверг это предложение. Он сказал: после этой битвы у тебя останется 5 сыновей. Либо Арджуна умрет, либо я умру. Харе Кришна. И ее сына убили другие сыновья. И столько ее возлюбленных родственников, как, например, Бхишма, которого все любили, были убиты. Которого все любили, были убиты. Finally, after an entire life
bitter tragedies. И в конце концов, после всей жизни жестоких трагедий, Кришна возводит на трон Юдхиштиру как императора мира. И собирается уезжать обратно в Двараку. И когда царица Кунти возносит свои молитвы. Кришна посыпал себе голову пылью со стоп Кунти. Потому что она была сестрой Васудева, его отца. An ant in Vedic culture is practically on the same level as your own mother. И в ведической культуре девушки находятся на том же уровне, что и родители. And therefore Kunti loved Krishna like a son. Поэтому царица Кунти любила Кришну как сына. But she is praying to Krishna. Но при этом она молится к Кришне. So many dangers, so many calamities have come. Столько опасностей, столько бедствий произошло. But there's actually only one real danger. Но на самом деле существует лишь одна опасность. To forget the Lord. Забыть Господа. We find in Srimad Bhagavatam. В Шримад Бхагаватам мы видим so many stories where devotees are in life-threatening dangers. Множество историй, когда преданные попадают в очень угрожающие ситуации, когда их жизнь в опасности. But they were fearless as long as they remembered the Lord. Но они оставались бесстрашными, просто помня о Господе. And when they were offered any benediction, если же им предлагали благословение, they only wanted to remember the Lord and be the servant of His servant. Они хотели только одного: помнить о Господе и быть слугой Его слуг. Maya is like darkness. Майя подобна тьме. Krishna is like the sun. Кришна подобен солнцу. Where there is Krishna, there is no Maya. Где Кришна, там нет Майи. But if we forget Krishna, но если забыть Кришну, all there is Maya. То нет ничего, кроме Майи. The great devotees, they are humble. Великие преданные смиренны. They are always taking shelter of Krishna. Они всегда находят прибежище в Кришне. Govinda Das Kaviraj, he offered in his prayer, Bhaja Hure Mana Sri Nandanandana Abhaya Charana Ravinda. В своей молитве Говинда Кришнадас поет Баджа Хуре Мана. My dear mind, please worship Sri Nandanandana. Дорогой ум, пожалуйста, поклоняйся Шри Нанданандане. Only then will you be fearless. И только тогда ты будешь бесстрашным. Srila Prabhupada, there was a famous pastime where he was sitting in front of his deities, praying very intensely. Есть известная история Шрилы Прабхупады, когда он сидел перед божествами и когда он был перед божествами и очень горячо молился. Devotee asked Srila Prabhupada, "What are you praying?" Преданные спросили Шрилы Прабхупады: о чем вы молитесь? Prabhupada said, I am simply praying to Radha and Krishna that they save me from Maya. И Шрила Прабхупада сказал: я молюсь Раде и Кришне, чтобы они спасли меня от Майи. That's a pure devotee. Таков чистый преданный. Because he's always praying, he's never in Maya. Поскольку он постоянно молится, он никогда не подвержен Майе. And he's teaching us. И также он учит нас, этому же он учит нас. Srila Prabhupada told us. Шрила Прабхупада сказал нам: the problem with you Western people проблема с вами, западными людьми, is you do not have sufficient fear of Maya. в
том, что вы недостаточно боитесь Майи. Maya is all-powerful. Майя всемогуща. Any moment we're not taking shelter of Krishna, we are in the clutches of Maya. И каждое мгновение, когда мы не принимаем прибежище в Кришне, мы находимся в когтях Майи. Therefore, Srila Rupa Goswami has taught us that the symptom of a really sincere and advanced devotee is they do not waste time. Потому что Рупа Госвами учит нас, что признак искреннего, чистого преданного в том, что он не теряет времени зря. At every moment they're trying to keep their hearts filled with thoughts of Krishna. Каждое мгновение они пытаются наполнить сердце мыслями о Кришне, Shelter of Krishna. Находя прибежище в Кришне. Padam padam yad vipadam natesham. There is danger at every step. Падам яд випадам натешам. Опасность подстерегает на каждом шагу. Does that mean devotees are always afraid? Означает ли это, что преданные постоянно в страхе? Just the opposite. Наоборот. Devotees become fearless. Преданные обретают бесстрашие. Because they know there's danger at every step. Ибо зная, что опасность подстерегает на каждом шагу, so at every moment they're really seeking ways to take shelter of Krishna. Каждое мгновение они выискивают способы принять прибежище Кришны. And to the degree we depend on Krishna. И насколько они полагаются на Кришну. Krishna reciprocates and reveals himself. Настолько Кришна отвечает взаимностью и открывает себя. That is the most blissful state. А это самое блаженное положение. Here is Kunti. Now she's the queen of the world. Сейчас царица Кунти, царица всего мира, мать царица. And after all these years of tragedies and crises, now her sons are on the throne. После всех этих лет трагедий, кризисов, в конце концов, теперь ее сыновья на троне. But she claims now there's even greater danger. Но она заявляет, что сейчас ее подстерегает еще большая опасность. Because if we become complacent, we may forget you. Потому что если мы станем самодовольными, мы можем забыть о тебе. Complacency is a great enemy for a devotee. Самодовольство — это большой враг преданного.